Женщина сегодня писала: Андрей Андреевич, скажите мне, Андрей Андреевич, как же мне выйти замуж? Как же мне выйти замуж? Эта тема, конечно, она такая актуальная. Люди так ей, так очень сильно этой теме уделяют огромное количество внимания и так далее. А если вот так разобраться, помните, я говорил, что на первой ступени когда-то, что если человек, допустим, в своей жизни пытается разобраться в чем-то, то он должен не усложнять, а упрощать. Помните, я говорил, даже мантра есть, которая помогает человеку развить понятие яснознания. Гаты-гаты, парагаты, парасам, гаты, бодисоха. То есть человек читает эту мантру, у него мир упрощается и становится совершенно простым. Так вот, для того, чтобы выйти замуж, нужно понять, зачем мужчине женщина. Скажите мне, зачем мужчине женщина? Я могу вам сказать, мужчине женщина нужна прежде всего для того, чтобы с ней заниматься сексом. Конец. Мужчина видит в женщине каждый объект сексуальных утех. Кто бы что-то другое не говорил, знайте, каждый мужчина хочет секса с женщиной, и он ищет женщину ради секса. Да, все эти красивые слова о том, что там для души, для еще чего-то, это все не так. Мужчина прежде всего рассматривает эту женщину как объект того человека, с которым он будет раз в неделю, каждый день, раз в месяц, 3 раза за ночь, 1 раз в 4 года и так далее, каждый по своим потребностям иметь интимную близость. Это то, ради чего мужчина ищет женщину. Ищет ее такую, чтобы она нравилась ему внешне, чтобы она нравилась ему в постели. На все остальное он даже готов закрыть глаза. А зачем женщина ищет мужчину? И здесь начинается. Я ищу мужчину, чтобы он был там тепло ко мне относился, чтобы было там хорошо и так далее. Так вот, в тот момент, когда женщина создает флюиды эзотерические, что она хочет замуж и думает об этом, она будет привлекать мужчин, которые хотят секса. И будут такие мужчины писать: я хочу секса, давай с тобой переспим, я там еще что-то и так далее, и так далее. Но дело в том, что здесь есть нюанс. Помните, от переменами слагаемых сумма, к сожалению, не меняется. Именно поэтому женщине для того, чтобы выйти замуж, необходимо только одно качество изменить в своей жизни. Она должна хотеть секса. Вот так. Это банально, потому что если вы будете, женщины, хотеть секса, то тогда они будут хотеть жениться на вас. Капец. И один из самых гарантированных блоков, которые существуют у женщин, это блок нежелания секса. И вот этот блок нежелания секса, и там начинается, с кем попало не пойду, там еще что-то не пойду, это все равно. Здесь главное желание. Пусть оно будет, не хороните его, потому что это единственное, чем женщина может захватить мужчину. Во всем остальном, поверьте мне, ни ваша красота, ни ваша душа, никого это не интересует. Мужчины слишком плоски. Именно нежелание именно этого очень часто делает женщину одинокой. Все. А та женщина, которая дает, как пела Алла Пугачева, поет. Именно вот эта тема, она и развивает у женщины возможность быть. Я не говорю, что нужно спать, но в случае, если у вас есть это желание, оно должно быть. И, допустим, мужчина там пишет: давай с тобой встретимся, вы пишете: да, мне интересует секс. Но при этом не надо с ним ложиться. Пусть мужчина знает, что вы потенциально ищете мужчину не для женитьбы, а для секса. Вот так измените это отношение и сразу же найдете себе мужа. Я вам говорю это серьезно. Дело в том, что все меняется. Дело в том, что флюиды восприятия меняются. Мужчина смотрит на женщину, и он хочет секса от нее. И он пишет: меня интересует только секс и так далее. Вы пишете: меня интересует только секс с мужчиной, мне больше ничего не интересно. При этом, когда встречаетесь, разговариваете с мужчиной, увидите, он не будет хотеть секса. Он будет хотеть отношений. Потому что вы будете говорить: о, ты нормальный, о, ты красивый, о, ты ухоженный, мне нравятся мужчины ухоженные и так далее. И он будет знать, что вы расцениваете его как сексуальный притягательный компонент. При этом его психика будет изменяться.
Оказывается, женщины, которые вот таким образом меняют, они меняют мужчин. И здесь, вы знаете, что мужчины, которые хотят секса, ни с кем не могут переспать, потому что все женщины, которых они встречают, хотят замуж. И все получается так, он встречается с женщиной, от которой хочет секса, и говорит ей, там, ты мне нравишься, давай приспим, бла-бла-бла, бла-бла-бла. А она начинает говорить, ой, ты понимаешь, мне нужно, и начинается, мне нужно, чтобы он там содержал, мне нужно еще что-то, нужно еще что-то. А когда вы будете встречаться с мужчиной и будете говорить, мне нужен от мужчины интимные отношения, хочу родить ребенка, и после этого будете с мужчиной встречаться, он будет думать, надо же, а я хотел бы, чтобы эта женщина там была рядом со мной, она будет гладить мне рубашки, и вот она сможет быть доброй, я рядом с ней буду тоже вот такой вот и так далее. То есть видите, как все меняется. То есть мужчина, который рядом с женщиной, которая говорит все время, там, такой мужчина, такой, он будет говорить секса, секса, секса. А если женщина будет говорить, да, я хочу только переспать с тобой, там, и так далее, и мне необходимо интимное отношение, выбираю себе нормального партнера, то он будет на нее смотреть и будет думать, вот я бы хотел, чтобы такая женщина была рядом со мной. У него меняется мировоззрение. Хотите в это верить, хотите не верить. Вся остальная белиберда, которая есть по отношению с мужчиной и женщиной, все абсолютная чепухня. Хотите вы это верить или хотите не верить, все упрощается и все выглядит именно банально вот так. Но вы знаете, говорить об этом вслух не стоит. Почему? Потому что мир так устроен. Он устроен просто вот по нереальным каким-то механизмам таким, усложняя все вот эти вот структуры, усложняя все структуры до невозможности, делая этот мир таким чрезвычайно сложным, где людям очень сложно разобраться. Они начинают придумывать, они начинают что-то делать и наступают, как правило, на одни и те же грабли, на одни и те же грабли, на одни и те же грабли.